Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет магнитола, которую давно ждали. Это у нас магнитола Topway с дисплеем 2К, то есть тут разрешение 2000 на 1200. Раньше у нас делали разрешение 1280 на 720. С 2К у нас были только магнитолы на платформе Fit. И вот наконец мы добились от поставщика, он нам сделал магнитолы Topway с дисплеем 2К. Topway платформа за последний год показала себя намного стабильнее, чем платформа Fit. И для нас это, соответственно, очень хорошая новость. Дисплей 2К будет ставиться только на TS10, то есть на премиальные магнитолы с процессором 7862. На TS18 с процессором 8581, он же 9863. Дисплей 2К ставиться не будет. И, соответственно, сегодня у нас в обзоре премиальная магнитола с процессором 7862 на платформе Topway с дисплеем 2К. Что еще хочу отметить, что первые модели Topway 2К, которые были сделаны, они были без тем с виджетом. То есть там максимум была одна тема, две темы. Здесь в магазине точно так же можно купить и другие темы. Можно подключить VIP и купить доступ ко всем темам одновременно. Также, если кто-то хочет получить темы бесплатно, можете посмотреть ролик на нашем канале «Бесплатные темы для Topway». Визуально сзади магнитола не отличается, в данном случае у нас модель 432, здесь у нас есть только оптический выход, в моделях постарше, там от 464, будет еще дополнительно коаксиальный выход. То есть стандартные разъемы, все стандартное, GPS, 4G антенны, то есть все взято от той же серии премиум Topway TS10. Но поставили дисплей 2000 на 1200. Давайте зайдем у нас в настройки, посмотрим информацию о системе. Платформа TS10, версия прошивки у нас тут 2.2. Оперативка 4, внутренняя память 32 гигабайта. Радиомодуль 7708, звуковой процессор ROM 32107 и графический процессор Mali G52. Сам процессор 7862 является одним из самых мощных в Android магнитолах. Если кто-то хочет посмотреть, чем отличаются магнитолы и процессоры, у нас есть целое видео, которое так и называется «Как выбрать Android магнитолу». Можете посмотреть там эту информацию. Также мы выпустили недавно новый ролик, где рассказывали, сколько должно быть оперативки в Android магнитоле. И те, кто эти ролики посмотрел, соответственно, уже понимают, к чему вот эти вот цифры ведут и для чего они служат. В данном процессоре 8 ядер, но хитрость у него такая, что 6 ядер вот этих вот основных работают все время, а 2 ядра вот этих, они более мощные, они подключаются только тогда, когда это необходимо, и в результате этого магнитола не перенапрягается и, соответственно, меньше нагревается. Основной из плюсов этого процессора как раз минимальный перегрев. Чуть попозже быстродействие я вам покажу. Теперь давайте вернемся к дисплею. Разрешение 2000 на 1200. К сожалению, через экран передать трудно, но на самом деле, когда ты только что смотрел одну магнитолу и потом включаешь магнитолу 2К, разница ощутима сразу же, потому что сама подсветка у нее ярче, и из-за того, что разрешение больше, да, то кажется картинка намного сочнее и более качественней. Во-первых, из-за самой подсветки, то, что тут подсветка более мощная. Во-вторых, потому что само разрешение тоже оно сделано не просто так 2000. Сам QLED дисплей здесь использован довольно-таки дорогой. То есть QLED дисплеи они тоже между собой отличаются. На самом деле мало кто из производителей, из продавцов магнитол об этом говорит. Бывают дисплеи, у которых срок службы 3 года, бывают дисплеи, у которых срок службы 5 лет. Вот у этих дисплеев срок службы 10 лет. То есть дисплей одна из самых дорогих составляющих здесь после процессора. И то есть сюда не ставится дешевый дисплей QLED, тут идет очень хороший дисплей. Даже вот эта вот рамочка, которая здесь скруглена, она придает очень много эстетики, вроде бы мелочь, а в глаза бросается сразу. То есть тут нет острых углов, она сразу чувствуется как такое приятное изображение, приятный цвет, приятные оттенки, мягкие углы. А разница в этих мелочах, она видна сразу же. Так, теперь давайте пробежимся по комплектации. Комплектация тут у нас стандартная, однако все равно ее надо показать. Вот этот вот кабель называется 16 пин. Этот кабель идет под скрутку, но обычно люди сразу покупают кабель, где с этой стороны уже сделаны разъемы для родных машин. У каждой машины они отличаются.
у нас есть инструкция, где подобрать под свой автомобиль рамку, где подобрать под свой автомобиль вот такой вот кабель, чтобы переключать без скруток. Всю эту информацию вы можете найти у нас на канале. Но вот такой вот кабель, он в комплекте есть. Благодаря ему можно подключить магнитолу к аккумулятору и проверить. Но если вы специалист и разбираетесь, также можете воспользоваться скрутками. И еще в чем здесь плюс: на кабелях, которые здесь идут с переходниками, провода не подписаны. И когда человек ищет, допустим, провод бэк или провод вот этот для света, иллюминация, он его на переходнике найти не может. А вот по этому кабелю он сможет найти, где какой провод есть. Как ни странно, такие случаи тоже бывают. В общем, этот кабель у нас идет в комплекте. Далее, вот такой вот кабель с самым широким разъемом. Это кабель RCA. В этом кабеле у нас есть слот под симку. И также тут есть вот такой вот штекер для подключения кулера. Кулер с задней стороны мы видели, так вот он подключается именно сюда. Бывает, под роликами задают вопросы, а куда подключать кулер. Это связано с тем, что поставщики им ложат вот этот вот RCA кабель без такого выхода. То есть, стандартный кабель от простой магнитолы, и он им приходит без вот этого шнура. Дальше смотрим. Тут вот есть вот этот вот черный провод под микрофон, под внешний, то есть он сюда подключается. Зеленый провод вот этот у нас идет сабвуфер. Вот это вот у нас вход CVBS1. Вот этот тюльпан принимает видеосигнал, то есть к нему можно подключить камеру, либо какой-то источник видео. И важно, чтобы он был в формате CVBS. Есть кабель видео-аут, но сам видео-аут здесь недоступен. Для того, чтобы выводить с магнитолы изображение, нужно подключать специальный такой адаптер USB. Он бывает для тюльпанов и для HDMI. И с упором на это, то есть видеовыход здесь не работает. Ну и две пары белых-красных. Одна пара это у нас аудиовыход на усилитель, правый и левый. И вторая пара это AUX. Вход AUX левый и вход AUX правый. Вот эти вот три стандартных кабеля отвечают за вход. Смотреть видео и слушать музыку можно через приложение AUX. Приложение AUX у нас есть на магнитоле, мы его чуть позже посмотрим. Далее, как я уже говорил, здесь всего лишь два аудиовыхода. То есть вы сможете подключить к ним только двухканальный усилитель. Для того, чтобы подключить все 4 канала, вам понадобится еще один дополнительный кабель. Он на данный момент в комплекте не идет. Кабель вот этот вот называется 8 пин. Здесь есть еще дополнительных два выхода. Вот он, правый и левый RCA. Как мы видим, здесь организовано подключение CAN. Дальше тут у нас есть микрофон внешний. Обычный, недорогой, простенький микрофон на защелке. Демонстрацию работы этого микрофона мы делали отдельно. Здесь мы его отдельно показывать не будем. На канале есть ролик, он так и называется. Наглядная работа выносного микрофона. Если кому интересно, посмотрите. Далее очень важный проводок. Вот этот вот провод обязательно включать. На нем есть тюльпан под камеру заднего хода. Камера заднего хода подключается именно сюда, вот на этот одинокий тюльпан. Но даже если вы ей не пользуетесь, вот эти два проводочка, они вам нужны. Это антенна для Wi-Fi и для Bluetooth. Если мы их подключим, у нас тут же улучшится качество сигнала Wi-Fi и Bluetooth. Не все почему-то об этом говорят, но этот провод очень важный. Обязательно его включайте. Далее у нас есть два USB шнура. Один шнур вот этот вот на 6 пинов, 6 контактов, и другой шнур на 4 пина, 4 контакта. Далее GPS антенна с вот такой вот гаечкой. В задней части устройства мы видели крепление для нее. И вот эта вот прямоугольная длинная, это 4G антенна для мобильной сети. Точно с такой же гаечкой. На этом по комплектации у нас все. Ну что, давайте начнем тогда с главного экрана. Как видим, сейчас в современных прошивках на главном экране уже есть очень много информации. Тут у нас есть время, дата, также у нас информация о погоде здесь помещена. Если первые прошивки, на которых была погода, там что-то было друг на друге налеплено, здесь уже все аккуратненько, все ровненько, никто никуда не залезает. Здесь у нас виджет под навигатор сделан. Тут у нас музыка и радио, и здесь находится ряд с приложениями. То есть сюда мы можем выбрать любое приложение из установленных, переназначить его на любую иконку. Вот здесь вот это написано Windows App. Здесь у нас
при нажатии на эту иконку будет открываться приложение, которое установлено в главном виджете. Тем на выбор есть у нас несколько, это просто одна из самых последних тем. Теперь давайте пройдемся по приложению. Значит, смотрим, первое приложение это у нас тема. Приложение тема отвечает за то, как будет выглядеть ваш рабочий стол. Здесь можно купить любой лаунчер. Лаунчеры здесь платные, бесплатные лаунчеры у нас находятся здесь в стрелочке, те, что у нас скачаны. Вот этот у нас на данный момент установлен, а эти лаунчеры заводские. Изначально, когда магнитола приходит, здесь всего 4 вот этих вот лаунчера. Вот этот лаунчер мы уже установили отдельно. То есть он у нас изначально находился в платных темах, мы его перенесли сюда в бесплатные. Как это сделать, мы уже говорили, ролик специально этому посвящен. Тем здесь очень много. Если вы купите себе VIP, он стоит примерно около 3000. То у вас появится доступ ко всем темам примерно на год. То есть за этот год можно все эти темы скачивать. Если будут новые, тоже можете их потом скачивать. Через год доступ VIP у вас закончится, но если темы скачаны вот сюда в стрелочку, то они у вас сохранятся навсегда, пока вы не сделаете сброс настроек. То есть вот это у нас приложение тема. Следующее приложение это установщик приложений. Если вы хотите установить какой-либо АПК, можете установить через него. Хотя через проводник можно устанавливать приложение точно так же. Приложение настройки. Приложение Voice. Это голосовой ассистент, он тоже платный. Видите, как только мы заходим, он сразу же просит нас оплатить. Мы его на самом деле еще не тестировали, но все помощники, которые есть голосовые, они платные. На любых магнитолах. Также сюда можно установить голосового помощника от Topeye. Есть несколько магазинов в России, которые у нас их продают. Несмотря на то, что TI пыталась это дело монополизировать и заплатила китайцам очень большие деньги, чтобы они не продавали лицензии на голосовых помощников в России, несколько магазинов все-таки такую возможность имеют, хотя она у них ограниченная по количеству лицензий. Так, ну тут у нас погода, мы ее видели на главном экране. Здесь у нас, смотрите, приложение для теста GPS. Это приложение UX, про которое я говорил. Если мы подключаем к тюльпанам видео или аудио, мы заходим в это приложение. Вот это приложение Bluetooth. Здесь мы можем видеть подключенные устройства и управлять ими. Значит, смотрите, здесь есть функция Bluetooth звонков и функция прослушивания музыки через Bluetooth. Также есть вот здесь кнопка с настройками, где вы можете поменять пин-код, имя устройства и так далее. Приложение загрузочная анимация. Через это приложение можно поменять загрузочную анимацию, но для этого нужно сделать некоторые манипуляции. Как именно менять загрузочную анимацию, мы делали специальный ролик. Там показывали, как менять анимацию на разных магнитолах Android. Нашу инструкцию также используют на сайте FOPDA. Хотя мы ее туда не выкладывали, кто-то взял и выложил. Но мы в принципе не против, если они считают, что это полезно. Так, дальше приложение браузер Chrome. Facebook предустановлено, раньше его не было, сейчас почему-то начали устанавливать Facebook. Проводник, через который мы управляем файлами, в том числе тем, что у нас находится на флешке. Сегодня мы к нему вернемся, к проводнику, скорее всего. Google карты установлены, приложение музыка. Здесь в приложении музыка, вот здесь вот находится список, мы можем выбирать проигрывать все, либо проигрывать с флешки, либо проигрывать с устройства из памяти, либо просто проигрывать все. Иногда кто-то заходит сюда, потом говорит, я не могу увидеть песни на устройстве. Вот здесь регулируется, выбирается список, также можно добавлять песни в избранные. Вот здесь кнопка, мы переходим в режим эквалайзера и выбираем DSP настройки. Здесь у нас DSP процессор. Вот видите внизу полоски 1, 2 и 3. Мы сейчас на первой полоске. То есть здесь у нас первый переключатель, второй ряд переключателей и есть третий ряд переключателей. То есть тут по килогерцам все написано. Какие за что отвечают. Лично я всегда слушаю вот на такой настройке. Она сама настраивает. Если вы хотите какую-то свою настройку сделать, можете регулировать их вручную. И вверху нам показывает, как поменялась у нас настройка. Я поставлю поп. Усилитель звука в этой модели у нас стоит 7851. То есть к этой магнитоле уже можно подключать двухомные динамики. Настройка объемного звука. Здесь вы регулируете баланс. Но это не просто баланс. Тут у нас настраивается задержки звука. Видите? 3 миллисекунды, 0,5 миллисекунд, 0 миллисекунд, 2 миллисекунды. Некоторые люди не знают, что такое задержка звука. Я вам сейчас попытаюсь объяснить.
Допустим, когда все 4 динамика выпускают звук одновременно, то звук сходится вот здесь. И поэтому вам кажется, что звук где-то там. А вы находитесь вот здесь, и поэтому до вас музыка доходит с разной скоростью. А когда вы переместите центр вот сюда, то получится, что из этого динамика будет задержка на 3,0 миллисекунды, так как он к вам самый близкий, на нем сделана максимальная задержка звука. На этом динамике 2 миллисекунды, на этом динамике полмиллисекунды, и вот здесь 0 миллисекунд. А здесь можно регулировать задержку сабвуфера. То есть, когда вы регулируете звук здесь, это уже не просто настройка баланса, а именно задержка по миллисекундам. Здесь есть кнопка баланс. Баланс регулирует просто, какой динамик будет играть громче, какой тише. Это немножко другая настройка. Усиление басов. По умолчанию они выключены. Чтобы усилить басы, нужно передвинуть ползунки и выбрать частоту, какую именно вы будете усиливать. То есть тут такая настройка, помимо того, что их можно усилить, можно еще и выбрать частоту, какую вы будете усиливать. Баланс только что я вам показал. И фильтрация басов. Точно так же можно отфильтровать и на переднем, и на заднем. Кто-то любит, чтобы спереди побольше долбило, кто-то любит, чтобы сзади побольше долбило. По умолчанию все выключено. И так считаем, что у нас 3 ряда ползунков, и на каждой странице получается по 16. 3 на 16 это у нас 48 каналов для регулировки. Этим у нас и отличается звуковой DSP процессор, потому что он позволяет регулировать много каналов звука. Так, надеюсь, с этим все понятно. Это мы у нас рассматривали приложение музыка. В Google Play тоже ни у кого вопросов не будет. Quick Pick — это просмотр галереи. Тут вы можете смотреть свои файлы, свои фотографии. Приложение радио — это обучение кнопок на руле. T-Link 5 — это программа Android Auto, то есть сюда вы можете подключить свой телефон, и он у вас будет синхронизирован с магнитолой. Магнитола будет использовать ресурсы телефона. Кому-то это надо, кому-то нет. Конкретно по этой программе мы снимали видео, что такое Android Auto и как его подключить к телефону. То есть отдельное видео по этой теме тоже есть. Можете посмотреть на канале, если хотите. Здесь приложение видео. Вот у нас видео можно посмотреть какое-то, если у вас на флешке есть. Здесь мы можем его развернуть на весь экран. Здесь свернуть. Посмотрите четкость. Здесь видео снято в 4К, и даже через камеру видно, что картинка очень хорошая, очень сочная. Так, и если мы захотим выйти на главный экран, видео у нас не пропадет, оно у нас будет вот здесь плавать как картинка в картинке. Мы можем увеличить размер чуть-чуть, передвинуть его куда хотим, можем обратно уменьшить размер. Если оно нам надоело, мы его закрываем. Вот так у нас работает видео. Дальше едем. YouTube приложение стандартное. Вот это приложение DoFunPlay. DoFunPlay — это магазин Android магнитол. То есть здесь вы можете скачать какие-нибудь приложения именно для вашей магнитолы. Сейчас оно просит обновиться. Но по сути суть ясна. Это как местный Play Market. Приложение Google, приложение iGo, китайцы его везде устанавливают, это тоже навигатор. Приложение DSP — это эквалайзер, мы в него уже заходили. Яндекс Навигатор тут уже установленный, с Китая уже идет магнитола на русском языке и уже с предустановленным Яндекс Навигатором, правда там ставят они облегченную версию. Здесь же у нас стоит более свежая версия с Яндекс Музыкой. Это приложение для кулера, кулер у них по-английски называется Fun. Сейчас на данный момент кулер не подключен, но здесь мы можем им управлять. Вот это он всегда включен. Здесь мы можем выбрать температуру, при которой он будет включаться. В этой функции он будет включаться при определенном уровне громкости. То есть, когда вы наваливаете звук, по идее усилитель должен греться сильнее, и вы можете выбирать, когда будет включаться кулер. И вот эта вот кнопка всегда выключен. То есть это вкл, это выкл. Это по температуре процессора, это по уровню звука. Здесь же можно посмотреть текущую температуру процессора. Дальше приложение Netflix, приложение Here. Не знаю, зачем они его сюда поставили, просто, видимо, была задача поставить побольше приложений. Ну и приложение Waze. Приложения, которые мне нужны, типа вот Waze, вот это вот Here и iGo, можно сразу же удалять,
чтобы они не занимали место. Так, по поводу кнопок сразу не сказал. Кнопки обычно у магнитол находятся вот здесь, сенсорные кнопки. В данном случае, так как дисплей 2К, кнопки убрали. И обычно у магнитол кнопки были вот здесь вот снизу. Здесь сейчас есть такая функция, можно сделать кнопки вот здесь слева, можно сделать кнопки справа, если у вас машина праворукая, можно сделать кнопки снизу. Чуть позже мы покажем, как это настроить. Вот так вот они вызываются, то есть либо движением, либо вот тут значок есть вызова кнопок. Очень удобная штука, потому что раньше кнопки вызывались только внизу. А здесь можно их вызвать в привычном месте, там, где они обычно находятся. Ехаем дальше, давайте пробежимся по настройкам. Настройки конкретно в этих магнитолах ТП уже не один раз показывали. Я пробегусь по-быстрому и задену именно те настройки, на которых люди чаще сталкиваются с ошибками, с проблемами и с трудностями. Потому что уже привыкли немножко работать по-другому, а здесь функций много и настроек в итоге тоже много. Значит, смотрите, вот здесь вот у нас настройки сети. Когда подключится симка, здесь появится значок сим-карты, и можно будет включить мобильные данные, интернет сим-карты. По поводу сим-карты спрашивают, какую лучше брать, для планшета или для телефона. На самом деле симки для планшета или для телефона, они не отличаются вообще ничем. Это операторы придумали, чтобы вы покупали для них разные тарифы. То есть мы сейчас сюда спокойно ставим симку из телефона с безлимитным интернетом, и она будет работать. В каких-то роликах я это уже показывал, здесь дублировать не буду, потому что суть у них одна. Однако у операторов сим-карт есть такая фишка, как автоматическая настройка интернета. У хороших операторов типа Билайна, Мегафона или МТС на любой сим-карте эта настройка есть, то есть вы ее вставили в телефон, она автоматически сама интернет подключила. И вставили сюда в магнитолу, она автоматически сама интернет подключила. Такие операторы, как Йота, Теле2 и так далее, вы в телефон вставите, она сможет работать, а в магнитолу вставите, она не сможет работать. И там придется прописывать сеть вручную, может быть даже придется поменять имей. Смена имея чуть тоже позже покажу, где-то настройка. Только после этого интернет начинает работать. То есть у нормального оператора интернет работает сразу же, как только вы воткнете в магнитолу, а у других операторов здесь будет показывать полная сеть, будет показывать 4G, но самого интернета не будет, потому что автоматических настроек нет. А для планшета или для телефона брать тариф это вообще все равно. То есть сюда подходят сим-карты и от телефона. В общем, на этой вкладке у нас вся информация по сетям. Вот режим полета можно включить. Здесь вкладка дисплей, можно регулировать настройку яркости, режим яркости в зависимости от дня, от ночи. Обои выбрать, размер шрифта можно выбрать, очень хорошая функция. Обычно там 1-2 размера шрифта, где-то вообще шрифта нету. Тут у нас можно выбрать 4 размера шрифта, и это очень круто. Особенно для тех людей, у кого плохо со зрением, это очень хорошая функция. Темная тема для тех, кто ездит в темное время суток, можно ее переключать и выключать. Здесь можно сменить обои. Но обои у нас меняются только в меню, то есть здесь обои не поменяются. Лаунчеры у нас самостоятельные, своя у них тема, поэтому обои меняются у нас только здесь. Дальше. Вкладка «Звук». Очень важная вкладка. Смотрите, люди часто обращаются с вопросами, что я там плохо слышу Алису или ее что-то глушит. Все настройки звука основные у нас находятся вот здесь. Первое. Интеллектуальный приоритет звука. Иногда он может приглушать Алису, если посчитает, что на данный момент она не является высоким приоритетом. Поэтому, чтобы Алиса у вас работала всегда, нужно ставить приоритет стороннего звука, так как Алиса является сторонним приложением, то есть Яндекс.Навигатор. Режим подсказки навигации обязательно нужно ставить смешивание. Если вы поставите приглушение, то у вас навигация будет все остальные звуки приглушать. Ко мне как-то обратился парень и говорит, у меня постоянно навигация глушит звуки. Я говорю, ну все в настройках звуков находится, все находится здесь. Я говорю, пришлите фотографию. Он мне присылает фотографию, а у него вот так вот стоит. То есть приглушение. И причем написано все на русском. Режим подсказки навигации, приглушение. Но несмотря на это, он говорит, у меня тут все нормально. То есть, поэтому показываю сразу. Чтобы у вас ничего не глушилось, нужно ставить смешивание. Смешивание — это значит, что два звука будут производиться одновременно. Один другой не будет заглушать. Они будут именно смешиваться и работать одновременно. Дальше, рингтон. Здесь можно выбрать рингтоны для звонка. Допустим, вам кто-то позвонит по Bluetooth. Адаптивный уровень громкости.
Тут не до конца написано, это адаптивный уровень громкости в зависимости от скорости. На данный момент он выключен. Если вы поставите слабый, средний или сильный, то при изменении скорости у вас громкость звука тоже будет меняться. И самое важное, это громкость навигации, громкость источника при подсказке навигации. Всегда их делайте на полную, иначе у вас навигатор будет говорить тише, чем вся система. По вкладке звук разобрались, вот эти настройки очень важные, ничего не перепутайте и делайте, как я говорю. Вкладка «Общий». Вот у нас на вкладке «Общий» добавилась вот такая вот настройка кнопки панели навигации. То есть у простых магнитол кнопки вот здесь, а для магнитолы 2К добавили вот такой вот вариант. То есть можно выбрать правый дисплей, левый дисплей, нижнее отображение и скрыть. Если вы их скроете, то они вообще нигде не будут появляться никак. Сейчас у меня выбран левый дисплей, можно выбрать правый дисплей. Смотрим, как они выглядят. Вот так они выглядят, если, допустим, у вас праворукая машина. Поставим также левый дисплей. Смотрим дальше. Переход в спящий режим. 1-2 часа, 1 день, 3 дня, 7 дней. Это настройки для спящего режима, в зависимости от того, насколько вы хотите уходить от машины. Что такое переход в спящий режим? Это когда вы повернули ключ, автомобиль у вас погас, магнитола должна, по идее, тоже гаснуть, и потом, когда вы ключ повернете, магнитола запустится заново. Так вот, чтобы она заново не запускалась и стартовала с того места, откуда вы остановились, нужно переходить в спящий режим, чтобы она просто глушила экран, гасила некоторые какие-то свои функции и ждала, пока вы снова повернете ключ. Однако при этом она будет чуть-чуть потреблять напряжение. Не критично, там где-то около 7 вольт напряжение становится у нее для работы. Но все равно я рекомендую делать 1 день, не 3 дня, не 7 дней. Потому что она может высосать у вас аккумулятор. Хоть она и выключенная, хоть она и потушенная, она все равно остается активной. Следующее. Подсветка кнопок. При включении фар подсветки кнопок у нас нет, это осталось от предыдущей прошивки. Выбор приложения навигации по умолчанию. Можете выбирать любое из предустановленных. Настройка виджета рабочего стола. Виджет рабочего стола — это вот это вот окно, где у нас сейчас стоит навигатор. Сюда можно установить также другие приложения, то есть вы можете установить сюда YouTube, какой-то из навигаторов, и также можете установить сюда Android Auto. Выбор приложения для записи. Это имеется в виду запись видеорегистратора. Если у вас будет дополнительно установлен к магнитоле регистратор, вы можете выбрать приложение, которое будет ставиться по умолчанию для его работы. Информация о спутниках. Здесь у нас тест GPS, я вам его уже показывал. Кстати, GPS антенна сейчас не подключена, но 2 каких-то спутника он ловит. Местоположение. Это мы переходим в Android настройки, и тут можно им управлять. Не будем на этом задерживаться. Разрешение приложения. Зайдем в эту настройку. Здесь мы управляем приложениями. То есть это обычные настройки, как в Android телефоне. Видео поверх других окон. Это мы с вами уже видели, когда по экрану может перемещаться видео. Если вы отключите эту функцию, то когда вы вернетесь на главный экран, видео не свернется, оно у вас закроется. Автоматическое включение навигации. Это имеется в виду запуск при старте. Показывать анимацию при запуске. Если вы его отключите, то магнитола быстрее не загрузится, просто будет дольше показываться логотип. Напряжение бортовой сети. Вот здесь у нас написано «Скрыть», мы можем сделать «Показать». И здесь у нас будет видно, какой заряд аккумулятора. Сейчас поставим «Скрыть». Плавающая кнопка. Это у нас ассистент. Вот он такой вот. Это кнопка, которая может вызвать в меню. Кому-то она нужна, но большинству людей она без надобности. То есть вы ее можете поставить в любом месте. Если вам неудобно тянуться к кнопкам, вот нажали ее и, допустим, звук прибавили, звук убавили, там, вернуться назад заделали. Я обычно эту кнопку всегда отключаю. Вкладка «Авто» — это для тех, у кого подключен CAN-бус. То есть здесь мы можем выбирать, какие у нас функции будут активны при подключении CAN-шины, какие функции будут неактивны при подключении CAN-шины. Задняя камера. Все просто, но сейчас появилось зеркальное отображение справа налево и сверху вниз. То есть вы можете выбирать, если, допустим, у вас при установке камеру перевернули, или она у вас просто поддерживает другое изображение, вот этими функциями вы можете перевернуть вправо-влево, полностью отобразить. Сделали вот такие вот удобные кнопки. Отображение парктроников, если они подключены к CAN-шине, тоже будет показываться здесь, показываться парктроник и какой из них сработал. Также, если вы видели, есть в наличии парктроники специально для Android магнитол, подключаете их, там устанавливается приложение, но эта настройка к ним уже не относится. У них свое приложение, они работают по другому каналу. Также тут у нас есть парковочные линии,
То есть при включении заднего хода мы можем настраивать эти парковочные линии. И есть динамические парковочные линии. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Они у нас выглядят вот так. Режим камеры заднего вида. Если вы его выключите, то тогда задняя камера не будет включаться при подаче питания на провод бэк. Вот сейчас я включаю, и она просто не реагирует. Если вы пользуетесь камерой, обязательно нужно делать включен. То есть вот сейчас я включу, и она сразу же реагирует. Задержка включения камеры заднего вида. Смотрим. Здесь мы можем выбрать, как быстро появится изображение камеры заднего вида. Я не понимаю, для чего нужна эта задержка, но если кому-то нужна, такая настройка есть. Выбор типа камеры. Здесь выбираете камеру заднего вида, которая будет у вас. То есть она может быть NTSC, PAL и также несколько видов HD. Но HD, смотрим, она поддерживает до 1080 с 30 FPS. Передняя камера после заднего хода — это когда у вас подключен, допустим, регистратор. И когда вы выключаете задний ход, у вас сразу же будет активироваться это приложение. Сейчас он выключен, этот режим. И я не встречался, чтобы он кому-то был нужен, но такая настройка тоже есть. Громкость источника в режиме камеры заднего вида. Здесь вы выбираете громкость, которая будет активна при включении камеры заднего хода. То есть как только вы включите задний ход, тут же все звуки приглушатся вот до того уровня, который вы назначите. И чтобы звуки не приглушались при включении заднего хода, нужно ставить на громкость на максимальную. Вкладка «Голос» используется, когда у нас подключен голосовой помощник. То есть вот так вот мы сюда галочку ставим, и если он у вас активный, то магнитола будет знать, что это приложение используется для управления голосом. Вкладка «Личная». Здесь мы можем регулировать аккаунты свои. То есть если мы добавим сюда Google аккаунт, либо какой-то еще аккаунт почты, все будет здесь. То есть тут настройки все как на телефоне. Настройки метода ввода тоже у нас здесь. Клавиатуру можно стороннюю вставить и варианты подключения мобильного телефона. Тут у нас есть только одно приложение T-Link. Вкладка «Система». Здесь мы можем сделать обновление системы. Заходим сюда, нажимаем «Обновление системы онлайн» и нажимаем «Проверить версию». Если будет актуальная версия, что одно тоже из преимуществ в Topway, вам предложат ее скачать и обновить. Обновление делается легко. Данные при этом никакие не стираются, все данные сохраняются. Но вы можете при обновлении системы поставить галочку, что все данные стирутся. Здесь настройки времени и даты, перебрасывает нас в настройки Android, параметры разработчика через пароль и восстановить заводские настройки. Пароль от заводских настроек, именно от сброса 7890. Сейчас мы этого, конечно, делать не будем. Еще одни настройки, которые нам нужны, это заводские. Заводские настройки, они есть двух видов. Первый вид — это упрощенный 4 восьмерки. Здесь у нас настройки логотипа могут понадобиться, правый или левый руль переключения, выбор типа CAN, если у вас коншина подключена, запрет видео. Если включите запрет видео, то при просмотре видео у вас будет показываться такая информация. Сейчас покажем вам ее. Вот, что видео нельзя смотреть во время вождения. Это сделано для вашей же безопасности. Звук есть, самого видео нет. Поэтому данную настройку я включать не рекомендую. Ну, тут стандартные настройки. Настройка кнопок на руле. Громкость усилителя, тут все понятно. Изначально стоит на 0. Можно сделать его поменьше. Мощность усилителя можно добавить побольше. Усилитель, как я говорил, стоит 7851, поэтому изначально с завода его мощностью уменьшают чуть-чуть вниз, чтобы он не портил колонки 4-омные. Если у вас 4-омные колонки, то, конечно, усилитель 7851 для вас это будет чуть-чуть больше, чем нужно. Настройка PIP — это у нас виджет, он должен быть включенный. И программное обеспечение для сна. Никогда тут ничего не ставьте. Если вы поставите тут хоть одну галочку, то это приложение будет работать в режиме сна. То есть ставьте его, если вам действительно это приложение нужно, чтобы оно было активное, но учтите, что при этом будет увеличен расход аккумулятора. Еще одна функция, которая нам здесь очень важна, это функция Autoplay. Здесь вы можете поставить галочку напротив тех приложений, которые должны запускаться при старте. Если у вас при старте всплывает какое-либо приложение, то этому есть две причины. Либо у него стоит галочка, кто-то случайно поставил, либо вы его забыли выгрузить из памяти. Из памяти выгрузить, это значит вот отсюда вот их удалить. Магнитола может вспомнить, какое было последнее рабочее приложение, допустим, радио или музыка,
и это приложение она включит, поэтому чистите память. Это у нас через пароль 4 восьмерки. Есть еще расширенные заводские настройки через пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у нас что открывается? Информация о конфигурации. Здесь мы можем включать некоторые функции магнитолы. Допустим, если мы поставим нет Play Market, у нас исчезнет Play Market. Если мы поставим 360 панорама, активируется приложение 360. Управление кондиционером. В общем, вот эта вот настройка открывается только через 1, 2, 3, 4, 5, 6. Звуковой баланс канала здесь у нас есть. Режим инженера мы можем здесь попасть, по этим вкладкам походить. Я вам, правда, не рекомендую делать это тем, кто не разбирается. И вот эта вот настройка сменить email. То есть сюда мы можем вписать новый email. Где взять email? Есть онлайн-генератор email. Я рекомендую сюда вписывать email от iPhone. То есть вы там просите сгенерировать email, ставите, чтобы сгенерировал email для iPhone. И вписываете его сюда. Это на тот случай, если у вас симка не от передовых операторов и вам нужно настроить интернет. Дальше тут такие настройки, как настройка канала 5G, экспорт расширенных настроек, регулировка яркости подсветки. И часть настроек здесь дублируется. Однако здесь настроек у нас больше. И те настройки, которые вам могут понадобиться, я показал. Дальше у нас идет вкладка «Еще». Здесь у нас просто настройки андроида. То есть управление приложениями, экраном, хранилищем, аккаунтами. Они нас особо не интересуют. И настройки о системе я вам уже показывал. Хотел побыстрее, но в итоге настроек оказалось больше, чем я планировал. Также у нас на главном экране работает Алиса. Как дела у тебя? Как у зебры, только без черных полос. Ну хорошо тебе. Настроение наносить пользу и причинять добро. А у вас? В общем, теперь у нас два самых главных теста. Первый это тест приложением Geekbench. Насчет памяти я, конечно, не сомневаюсь. Памяти тут у нас по-любому 4 гигабайта оперативной. А вот сколько она наберет баллов для всех ядер, вот это большой вопрос. Данная магнитола просто по цене сильно отличается от именитых, типа TIs или так далее. Однако производительность у них на хорошем, на высоком уровне. И порой она их даже обходит на раз-два. Сейчас мы установим приложение Geekbench 5. Вот мы сейчас установили приложение Geekbench 5. Для тех, кто смотрит нас в первый раз, я расскажу коротко о нем. Кто смотрит давно, уже все про это знает. Приложение Geekbench 5 мы начали использовать для того, чтобы показывать разницу производительности между устройствами. Еще некоторые используют Antutu, но Antutu невозможно сравнить с бюджетными магнитолами, то есть Antutu там не работает. И вот это вот приложение Geekbench 5 позволило выстроить полную линейку, потому что оно позволяет тестировать как бюджетные магнитолы, так и премиальные. И мы можем уже в количестве баллов видеть разницу. Первое, что нам тут нужно, мы заходим на вкладку Device, смотрим, сколько у нас памяти, 364. То есть подтверждается, действительно у нас тут 4 гигабайта оперативки. И вот здесь вот этот тест запускаем. На вкладке КПУ жмем Run КПУ Benchmark. Работает этот тест только с интернетом. Интернет у нас уже подключен. Сейчас программа Geekbench 5 прогоняет свои файлы через процессор магнитолы, то есть ставит ей некие задачи. И в зависимости от того, с какой скоростью магнитола эти задачи решит, Geekbench 5 ей выставит оценку. У премиальных магнитол на процессоре 7862 оценка должна быть не ниже, чем 1100. Самая высокая оценка, которая у нас доходила, это примерно 1500-1600 на 6 гигабайтных магнитолах. В общем, кому интересно, смотрите видео про оперативку у нас на канале, потому что я уверен, что большинство уже знает, что это за приложение и для чего мы его использовали, как мы разоблачали фейки, разоблачали другие магнитолы благодаря этому приложению. Сейчас я просто дождусь конца теста и продолжу видео. Так, ну вот наш результат. Это оценка для работы одного ядра, и это оценка для работы всех ядер. То есть это у нас самая минималка 4.32, и она набрала 1120, при условии, что тут еще дисплей 2К. Если хотите посмотреть, как этот результат отличается от других магнитол, то мы уже говорили, что в других роликах сравнивали их все.
Это ролики про оперативную память и ролик, как выбрать Android магнитолу. Там все результаты всех магнитол есть. Теперь мы проведем тест. Обычно показывают, как магнитола работает с двумя приложениями. Мы здесь покажем, как магнитола работает с тремя приложениями. И одно из этих приложений будет игра, которая должна будет не тормозить и прорисовывать графику. Сейчас мы это все скачаем. Мы специально для всех магнитол будем использовать одну игру, как в нашем видео про оперативку. Сейчас все установим, чтобы вы это время не тратили, и сразу же продолжим. Итак, все установилось. Значит, нам понадобится вот эта вот игра гонки. Мы на ней в прошлом ролике тестировали все магнитолы. Приложение Яндекс.Навигатор и приложение YouTube. Нам нужно, чтобы все эти три приложения одновременно работали, ни одно из них не зависло и не вылетело из памяти. С такой задачей может справиться только премиальная магнитола. Бюджетные магнитолы просто тупо не будут запускать какое-то приложение, может система зависнуть. Посложнее магнитолы тоже с 8-ядерными процессорами могут выгружать какое-то приложение из памяти. В общем, все это мы уже делали. Нам сейчас задача показать, как со всеми тремя этими приложениями справится эта магнитола. Для начала запустим навигатор, проверим Алису. Алиса, как дела у тебя? Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится. Так, дальше. Так, теперь запустим YouTube, посмотрим, как он у нас быстро загрузится. YouTube загрузился моментально. Смотрим подгрузку дополнительных видео, насколько быстро они загружаются. Обратите внимание, качество. Сразу же показывает в высоком качестве ролики. Так, это же самый красный трактор. Так, в общем, скорость YouTube показали. И сейчас запустим игру. Мы для всех тестов будем использовать только одну игру. Это нужно для того, чтобы условия сравнения всех магнитол были одинаковые. И вы сможете уже видеть, как с этими же условиями справлялись другие магнитолы. Изначально даже скорость загрузки на премиум магнитолах что-то около 20 секунд против минуты на других устройствах. Так, выбираем. Сейчас убавим звук. Экран, музыку убавим. Звук чуть убавим. Качество графики на полную у нас стоит. И продолжить. Нам нужно, чтобы игра не висла. При столкновении с предметами, чтобы ничего не висло. Не подвисает она у нас. Сейчас посмотрим, как столкновение. При столкновении подключаются дополнительные ресурсы, чтобы отработать физику. То есть, чтобы посчитать, насколько предмет откинется, куда полетят искры. Поэтому это усложняет задачу для магнитолы. Я специально сталкиваюсь, чтобы вы видели, что ни разу нигде ничего не подвисло. Тут же мы можем переключиться, допустим, на YouTube. Видите, он не останавливается, он не захлопывается, не начинается заново. Сейчас найдем у нас Яндекс.Навигатор, включим третьим. Вот, он тоже, видите, загружается сразу же. Алиса работает. Переходим в гонки. Гонки не закрылись, не захлопнулись. Обычно, если оперативной памяти не хватает, какое-то из приложений может закрыться, захлопнуться. И в итоге, когда вы его включите, оно будет загружаться заново. Здесь у нас и процессора хватает, и оперативки хватает. То есть мы сейчас снова можем перейти в YouTube, в Яндекс.Навигатор, и он не будет заново загружаться, а просто сразу же начнет работать. Никаких тормозов, никаких ожиданий. Супер быстрая скорость. Это у нас процессор 7862.
Из всех процессоров, которые мы тестировали, он единственный показал такие результаты. На всех других магнитолах что-то дозакрывалось. И теперь мы можем переходить к YouTube, возвращаться. Никаких замедлений не будет, к навигатору. Алиса моментально включается. И тут же мы можем возвращаться к игре. Она не зависнет, никуда не денется. Просто продолжим играть. Мы даже оставляли магнитолу минут на 40, на час. И все эти 3 приложения оставались работать в фоне, ни одно из них не закрылось. У магнитолы хватает ресурсов, чтобы держать несколько приложений в своей памяти и ничего не закрывать. Только магнитолы с процессором 7862 с этой задачей справляются. Я даже уверен, что не все телефоны справятся с такой задачей точно так же, как эта магнитола. Можете потестировать на своем телефоне, точно так же поделать, переключаться между приложениями и посмотрите, будет ли у вас такой же скоростью загружаться YouTube, загружаться навигатор. Абсолютно любое видео мы включаем, и у нас тут же начинается воспроизведение. И при всем при этом мы расходуем оперативку, и у нас сразу же все работает. Переходим в гонкам, гонки остались здесь. Так что для тех людей, кто любит скорость, кто не любит ни секунды заминки, вот эта магнитола самое лучшее решение. Если же вы не собираетесь пользоваться таким количеством приложений, чтобы их запускать все 3 сразу, то вы можете взять себе магнитолку и попроще. Что тут еще добавить, друзья мои? То есть аппарат достойный, дисплей у него хороший, помимо качества он еще и прослужит вам долго. Навигатор тут, пожалуйста, погода, пожалуйста. По поводу тем, различные лаунчеры можно загружать, пожалуйста. Их у нас очень много. Хотите покупать, покупайте. Не хотите покупать, ставьте бесплатные, пока есть возможность. В принципе, на сегодняшний день платформа Topway это самый стабильный аппарат. То есть платформа Fit имеет постоянно какие-то недоработки, баги. То у них Bluetooth не подключается, то у них какие-то драйвера не обновились. Платформа Topway за год себе показала самый стабильный. Она на данный момент у нас на витрине на 1-м месте по приоритетности. И действительно с ней очень приятно работать. Так что, думаю, на этом обзор наш можно заканчивать. Если понравилось, если было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. У нас еще будут много других роликов на канале. Магнитолы обновляются, будем снимать обновления. Что где улучшилось, также показываем различные лайфхаки. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем пока.